Приветствую вас, уважаемые автовладельцы-автолюбители. В праздничные новогодние дни приятно получать всякие подарки, хотя зачастую это обычно мелочевка, конфетки, шоколадки. Но сегодня мы потестируем реально хороший зимний подарок для автовладельца. Жень, врубай шарманку. Итак, принес нам Дед Мороз мешочек. Но прежде, чем мы уделим внимание его подарку, вопрос на засыпку. Для тех, кто реально эксплуатирует машину в зимний период, к подснежникам или к тем, кто живет на юге, это не относится. Итак, назовите мне чисто зимние комплектующие на вашем авто. Большинство, конечно, вспомнит про шины. Неважно, липучки или шипы, однозначно это и будет самый популярный ответ. А если поднапрячься, что еще? Тут некоторые вспомнят, что в бачке омывателя залита зимняя жижа. Отлично. А еще что? Вот давайте вспомним, как утром подходим к заснеженной машине. Пускаем мотор, чистим снег с крыши, с боков, с ветрового стекла и пытаемся отковырять задубевшие щетки стеклоочистителя. Некоторые, конечно, поднимают поводки на ночь, но другие считают, что так растягиваются прижимные пружины и предпочитают не поднимать. Мы, например, для более быстрой очистки стекла и щеток используем специальную жижу – размораживатель стекол или деайсер. Но фишка в том, что дворники забиваются снегом и замерзают и на ходу автомобиля тоже. И вот это ужасно раздражает. Едешь, делаешь взмах, а на стекле размазня и пропуски. Приходится выходить и чистить дворники. Особенно беда с каркасными щетками, их подвижные механизмы замерзают и дворники начинают плохо чистить. А впрочем, бескаркасники тоже неплохо замерзают. Вот тут даем полезный совет или по-ютубовскому лайфхак, чтобы избежать вот таких пропусков из-за задубевших щеток. Есть машины, где зона покоя дворников с обогревом. Но у многих же такой фичи нет. Однако, включаем печку и направляем поток воздуха так, чтобы дул на стекло. И температуру выставляем повыше. А вот теперь самое главное. Слегка тронем ручку включения дворников. К сожалению, не все. Но часть автопроизводителей позволяет таким образом сместить зону покоя дворников повыше. Притом аж на 2 кратких касания. Таким образом, щетки оказываются в зоне обогрева. Разумеется, так придется делать после каждого включения стеклоочистителя. Зато налипающий снег оттаивает и проблема фактически решается. А еще можно использовать зимние дворники. Если вы приглядитесь, то у нас именно такие. Вот теперь и вернемся к мешочку от Деда Мороза. Итак, прислал дед нам очень хороший подарочек – зимние щетки. Прислал очень даже вовремя, у нас как раз снег сегодня обещали. Заодно и потестируем. Щетки оказались немецкого бренда Alka. Что обещает производитель? Если кратко, то немецкое качество по доступной цене. Посмотрим. Инструкция гласит, что подходит для всех автомобилей. За счет адаптеров, конечно. Притом для удобства ввели цветовую индикацию. У нас на лачете самое распространенное крепление крючок, попробуем установить. А прилегает к стеклу недурно, ведь конструкция каркасная. Хотя некоторые считают ее типа устаревшей, но на деле она обеспечивает отличную силу прижима, читай хорошую очистку стекла. И вот тут мы и видим главную фичу зимней щетки. Чтобы каркас не намокал и не контактировал со снегом, его конструкция накрыта водонепроницаемым резиновым чехлом. Это и есть защита от замерзания. Интересно, щетки Alka, а резина-то от Haier, это более элитный бренд от того же производителя, и декларируется, что нанесено модное словечко – нанографитовое покрытие, продлевающее срок службы щетки. На коробке мы видим, что ресурс 1,5 миллиона взмахов. Притом заявлено, что резина не оставляет полос, протестирована в лаборатории в Детройте, то бишь в США. Не знаю, как там в Детройте, но тест сейчас в России начинается, притом всю зиму да с песком и солью. Как Alka, выдержишь у нас 1,5 миллиона взмахов? Вот жаль, сегодня снежок не сильный, но зато какой красивый. Особенно если одну снежинку рассматривать, которая как раз на щетку упала. Поэтому
Беру лопату и усиливаю снегопад. Теперь посмотрим на щетки. Ну вот то, что надо, а не в снегу. Чуток выжидаем, чтобы это дело подзастыло, и посмотрим, как будут чистить. А не дурно. Конечно, они же новые, возразят многие. И мы согласимся. Поэтому выводы пока делать рано, и мы недельку поездили по морозу со снегом, добивались, чтобы щетки обмерзали. Результат пока радует. Дворники чистят отлично, притом мы говорили в других выпусках, что используем антидождь. А с этой автохимией не все щетки дружат, могут прыгать и скрипеть. Зимние алка лояльно отнеслись к антидождю и разве слегка поскрипывать могут. Но трут отлично без всяких подпрыгиваний. Некоторые писали, мол, зимние дворники не очень хорошо на скорости работают. Ребята, а вы зимой с какой скоростью ездите? Мы лично 100-110 по заснеженной трассе стараемся не превышать. Какие бы ни были хорошие шины и как бы ни обеспечивали держак, но тормозной путь зимой непредсказуем. Особенно если попадешь на снег и лед. А на крейсерской сотне щетки трут также хорошо. В общем, неделя, полет нормальный, и что особенно радует. Хотя чехол обмерзал, но сами щетки пока что ни разу не задубели. А в один из дней с неба пошел не снег, а дождь. И это при отрицательной температуре воздуха. Машина у нас была на парковке. И вмиг покрылась коркой льда толщиной в несколько миллиметров. Дворники также сковало ледяным панцирем. Ну что, все, замерзли. А ведь нет, даже под ледяной коркой сохранили полную подвижность. Поэтому решили выпустить видео пораньше, до окончания теста, так как уже видим разницу с обычной, условно говоря, летней щеткой. То есть, смело рекомендуем к использованию зимой. Только остерегайтесь подделок. И да, пишите ваши отзывы, но по реальной эксплуатации зимних щеток. А вот из серии «А мне тут это сосед рассказал». Вот такого не надо. На сегодня все. Ставьте оценки и увидимся. Жень, вырубай шарманку.